Всем привет, с вами Тори-чан. Думаю, многие, когда думают о Японии, представляют себе город Киото, переполненный туристами с красивыми традиционными японскими зданиями. Но в Японии по-настоящему огромная проблема заброшенных городов и старых зданий, как, допустим, вот этот город, где мы сейчас находимся. И сегодня я покажу вам, как японцы перестраивают и реставрируют традиционные здания и города, чтобы привлечь больше туристов. Сейчас мы находимся в городе Укиха в префектуре Фукуока. Население этого города составляет 27 тысяч, в 2 раза меньше, чем оно было в 1950 году. Этот город знаменит своей чистой водой, которая стекает из близлежащих гор, фруктовыми плантациями хурмы и груш, а также своей давней архитектурой. Эта улица называется Широкабе-но-Мачинами, улица Белых Стен. Не менее красивая и важная архитектура, чем в Киото, как мне кажется, но совершенно непопулярное место, даже в выходной день на улице ни души. Большинство владельцев этих прекрасных домов – пожилые люди, кому физически и финансово трудно следить за такими большими особняками. Город поддерживает владельцев домов и реставрирует архитектуру, но с одним условием. Если присмотреться, можно увидеть, что крыша того здания только наполовину реставрирована. С этой стороны живут люди, поэтому город им сделал крышу новую бесплатно. А с этой стороны никого нет, поэтому оно так осталось старое стоять. В наше время трудно привлечь туристов только историческими постройками, поэтому японцы нашли креативное решение. Во многие традиционные здания под названием Коминка вдохнули новую жизнь, превратив в кафе, рестораны, отели и не только. Супер майкро кофе ростери. Например, в этом здании находится милая маленькая кофейня. Конничева. Каваи. Интерьер новый, но выдержан в японской стилистике с традиционными элементами, как норен, занавески на окнах, низкая мебель, которая помогает расслабиться. В японской культуре традиционно сидят на полу, поэтому даже барная стойка и стулья максимально приближены к полу. А здесь вот такой вот ресторанчик. Пиццерия, хоть по нему и не скажешь, что это не японская кухня. А рядом продаются онигири. Здесь тоже традиционная вывеска норен, но в современной стилистике. В этом кафе можно перекусить рисовым колобком онигири с разными начинками. Интерьер сделан в сдержанных тонах из темного дерева, которое хорошо сочетается со старыми конструкциями потолка с использованием элементов, напоминающими стилистику лофт. А это у нас общественный туалет. Я вначале даже не поняла, что это. Думала, это еще один ресторан. Оказывается, туалет. Внутри самый обычный японский туалет. А вот это старое здание превратили в булочную. Смотрится как какой-то отель, но по-настоящему здесь можно купить вкусный завтрак или обед. Эта булочная – одно из самых популярных мест для посещения в городе Укиха. Еще до открытия перед дверьми заведения выстраивается очередь. Казалось бы, что может быть интересного в булочной? Большую часть площади заведения занимает кухня, а прилавок с выпечкой компактный, с большими окнами с видом на сад, милыми, словно самодельными элементами интерьера и, конечно же, огромным разнообразием булочек.
Возможно, кого-то это удивит, но японцы обожают выпечку. И не просто выпечку, а булочки разных интересных форм, с необычными или сезонными вкусами, например, багет с икрой ментайко, булочки с фисташковым кремом, с черным чаем и так далее. И самое приятное, у этой булочной есть небольшой задний дворик, где можно позавтракать и выпить кофе с видом на речку. Традиционные японские дома коминка реставрируют не только в кафе, но и в галереи, магазины с сувенирами и даже в магазины с одеждой. Поэтому японскому одноэтажному домику не скажешь, но внутри находится селект-шоп брендовой одежды. Самое трудное в реставрации японских традиционных домов – это сделать новую планировку, подходящую под новое применение, с учетом особенностей деревянных конструкций. По потолку можно понять, где раньше было разделение комнат, но этот магазин проделал отличную работу. И главный пример невероятной реставрации – это отель, где мы сегодня становимся, под названием Минамо. И этому зданию более 100 лет, но его превратили в великолепный отель с сауной. Снаружи это столетнее здание выглядит как обычный японский особняк, но внутри... Ну что ж, идемте внутрь. В этом отеле всего 4 комнаты. Это наша. Такая дверь под старую стилистику. Первая это, конечно же, генкан, японский вход с порогом. Пол новенький. А это наша комната. Вот такая компактная комната с небольшим садиком. В самом углу находится спальное место, 2 кровати. Потолок очень красивый. Скорее всего, оставили изначально, который здесь и был потолок, старые балки. Здесь вот такое место для отдыха. Тут можно пить чай, кофе. И также посмотрите на эти стены. Стены – оставленная часть старых стен Цучикабе из глины. И часть сделана, нижняя часть, уже новый материал. Цучикабе, дословно стена из земли, это метод облицовки стен при помощи земли, смешанной с соломой и песком. Именно благодаря таким стенам японские традиционные дома имели хорошую теплоизоляцию, но в наше время увидеть дом с такими стенами – большая редкость. Здесь находится ванна, раковина. Очень красиво сделана подсветка. Кансетсу шоумей. Здесь тоже эти стены старые. Небольшая ванна из дерева хиноки. Только посмотрите на эти двери, очень нравятся детали. Здесь туалет. Этот отель сделан в типичном японском минимализме, но в нем очень искусно соединили традиционные элементы столетнего дома, как старые балки и земляные стены, с современной отделкой, освещением и элегантными деталями. И это еще не все, как я сказала ранее, в этом здании находится также сауна. Здесь тоже вот такой вход. Пахнет приятно деревом. Такое ощущение, что заходишь в какой-то музей ископаемых, а не в сауну. Здесь находится душ.
О, Изуми еще не голый. Я думала, он уже будет в сауне сидеть. Мизубуро, бассейн с холодной водой. Здесь тоже такой высокий потолок. Здесь находится сама сауна. О, как жарко. А с этой стороны от сауны вот такой внутренний дворик, где можно охладиться. Сама идея превратить столетний японский дом в сауну мне кажется невероятно новой, которую, скорее всего, было трудно реализовать из-за особенностей дома, как те же земляные стены и высокий потолок. Но результат сногсшибательный, и каждая деталь продумана до совершенства. Этот интерьер придает сауне японской эстетики, совмещая элементы из японских горячих источников, как стулья и стены из дерева хиноки, камень и связь с природой. В последние годы сауна в Японии набирает популярность, поэтому это не только интересная, но и прибыльная идея, которая помогает сохранить этот традиционный дом и оживить целый город. Надеюсь, что вам было интересно это видео, а какое заведение из видео вам понравилось больше всего. Жду ваших комментариев, увидимся еще, всем пока!